Snapback swag, snapback swag. Всем привет! Вы на Флагман ТВ и с вами Евгений Чертенков. Ну что, ребятки, наша съемочная команда приехала в ЮАР, Йоханнесбург. Мы приехали освещать огромнейший, наверное, самый масштабный турнир 2019 года, который называется Всемирные рыболовные игры. Всемирные рыболовные игры – это такой аналог Олимпийских игр, но в рыболовных дисциплинах. На данный момент зарегистрировалась 41 команда, и мы находимся на центральной площади имени Нельсона Манделы в центре Йоханнесбурга, в котором сейчас пройдет официальное открытие. Поэтому впереди у нас освещение таких турниров, как карпфишинг, фидерфишинг. Будет очень интересно. Ставим лайки, подписываемся на наш канал, а мы погнали!
7 февраля мы прилетели в Южную Африку. 8 и 9 февраля, соответственно, остались на подготовку. То есть это мотание леса, делание поводков, стиков, ну и так далее. Каждый карпятник знает, что к серьезным соревнованиям нужно готовиться очень долго. Оборудования у нас было очень много. Мы его привезли всего с собой. У каждой команды было по 13 удилищ и по 4 спода. То есть, соответственно, это все нужно было намотать. То есть времени это занимало достаточно много. Ну вот как раз за 2 дня мы уложились. Значит, начиная со старта у нас очень хорошо начала ловить зона С. То есть зона С – это та зона, где мы тренировались. Мы знали глубины, мы знали, как там ловить, и абсолютно все, что мы как бы запланировали, там очень хорошо сработало. Зона А и Б, как и предполагалось, оказалась совсем другая. Там другая рыбалка, там нужна другая тактика, другая кормовая программа. И зона А и Б не ловила совершенно. То есть там пришлось на ходу менять тактику. Когда довозился корм, пришлось покупать в местном магазине обычную сыпучую кукурузу и как-то пытаться копировать команды из Южной Африки и делать примерно то же самое, что делают они. Но в итоге к концу вторых суток сборная Украины смогла подняться даже на 2-е место. И в принципе потом весь следующий турнир, турнир до конца, сборная Украины вела борьбу за призы. Но в призы попасть не получилось, получилось 6-е место. Я считаю, что это достаточно достойный результат. Соперники сильные, водоем неизвестный. Поэтому я считаю, что мы выступили хорошо и достойно. На этом чемпионате мира была такая ситуация, что в составе многих сборных было много южноафриканцев. То есть, к примеру, в составе сборных Новой Зеландии и Австралии практически полный состав – это люди, выходцы из Южной Африки. То есть, опять же, те люди, которые знают этот водоем. Соответственно, эти команды выступили неплохо. Нас обошли ЮАР, естественно, они первые. Я говорил еще о том, что они будут первые еще 2 месяца назад. Их на этом водоеме обыграть сложно, потому что потренироваться они не дали, а без тренировки обыграть команду, которая умеет там ловить, это практически нереально. Нас обошла Австралия, в составе которой были африканцы. Ну и 3 командам мы проиграли абсолютно по результату. То есть сборная Франции, она оказалась сильнее сборной Румынии и сборной Великобритании. То есть тут все очень просто, это спорт, кто-то выиграл, кто-то проиграл. В следующий раз попытаемся подготовиться лучше и занять 1-е место, уже не 6-е. Но это обычный человеческий фактор, то есть их сложно назвать судьями, они просто люди, которые взвешивают рыбу. 3 дня, они тоже жара, они тоже устали, конечно, и просто, когда взвешивали нам 2 рыбы, дали на подпись не тот протокол, то есть 2 рыбы наших ребят, Коли и Миши, их записали, если я не ошибаюсь, в команде Болгарии. Соответственно, у команды Болгарии получилось на 6 килограмм больше, у нас же получилось на 6 килограмм меньше. Но ребята-то знают, сколько они поймали? Когда мы увидели финальные протоколы,
Мы знали, что мы точно обходим Новую Зеландию в этой зоне и становимся третьими. Оказалось, что Новая Зеландия обошла нас, и мы четвертые. Вот этот вот 1 балл, он скинул нас с 6-е место на 7-е. Но мы поехали туда, пообщались с представителями организатора. Техническая ошибка была исправлена, соответственно, протокол переделали, сборная Украины на 6-м месте. Всем привет, Дамир Шихотаров. Ну, на самом деле перелет не самая большая проблема в этом всем. Да, он по времени растянутый, это с пересадкой, но в этом нету никаких сложностей, тем более, что ребята летели на тренировку, и этот уже процесс логистики был проделанный, и сложности с этим не составляло. Один из нюансов – это ограничение по длине удилища. Авиакомпания, которой мы летели, это British Airways, не давала возможности перевозки удилища 13-футовой, поэтому в нашем случае мы ограничились 12-футовыми удилищами, которыми тут в основном всю рыбу и вытащили. По прикормке и по насадкам мы на тренировке определили, что наша прикормочная программа в преимуществе перед всеми остальными, поэтому мы поставили задачу вести все с собой, и нам это удалось реализовать. Условия, в которых находится зона А и Б, очень сильно отличаются от условий, которые в зоне С. В первую очередь, если внимательно посмотреть на водоем, то зона А и Б имеет характерную косу, которая русловой части реки Вааль, на которой мы, собственно говоря, и рыбачим, оно противоположный берег в виде косы отделяет зоны от большой воды, которая образовалась вследствие, когда водохранилище наполнилось водой. Поэтому ход рыбы ограничен, глубины совсем другие, поведение рыбы тоже другое. Это сыграло злую шутку, и негативно, в первую очередь, именно этот фактор отобразился на выступлении нашей сборной. Даже был период, когда сборная вышла на 2-е место. В зоне Б мы поднялись с самых низов до 5-го. Зона А. У нас там хоть и неожиданные условия для нас, но есть там небольшое преимущество. Это ближе к открытой воде, а 3-й сектор. Слева команды в соседях это Новая Зеландия и Болгария. Поэтому там ребятам было проще подтянуть рыбу, подтянуть на свою прикормку и реализовывать свои сильные стороны. Это в первую очередь физические кондиции, это работоспособность, тренированные, быстрые все действия и слаженность работы. Тех корректив, которые мы внесли в зону А и Б, их было недостаточно. К сожалению, мы не обладали тем инструментарием, используя который нас бы сопровождал стабильный клев. Поэтому ребята ловят, и некоторые отрезки для нас очень хорошие. Ночной отрезок, в частности. Вчера была сильная гроза, буря, когда вода была неспокойная, когда движение воды было значительное, рыба активизировалась, и наша прикормочная программа очень хорошо себя показывала. Но сейчас жаркая, штильная погода, сейчас у нас с этим трудности, и в первую очередь со стабильностью поклевок. Поклевки есть, ребята работают, выкладываются, но команды, прямые конкуренты, это французы, румыны, в зоне Б итальянцы, они более стабильны и не дают возможности к себе приблизиться. По хронологии кратко так. Следующий чемпионат мира пройдет в Украине, но не так просто на него попасть, потому что сначала надо пройти отборы. В Украине на Прилбичах в 2020 году будет чемпионат мира, соответственно, отборы тоже будут на Прилбичах. У нас сейчас очень сильный внутренний чемпионат, у нас очень сильные внутренние клубы во внутреннем чемпионате. Соответственно, если мы эти отборы успешно пройдем, то, конечно, на Прилбичах мы попытаемся занять 1-е место дома, точно так же, как юаровцы.
дома заняли это первое место. Но, конечно, все это будет честно. Мы не будем запрещать никому тренироваться на этом водоеме, придумать всякие разные причины, почему туда нельзя приехать и так далее и тому подобное. Спорт должен быть честным. Два года чемпионства уже приучило и болельщиков, и всех, кто за нами следит, к тому, что Украина – это лидер. И мы ехали сюда за победы, и была проделана огромная подготовка, огромные усилия выложила вся сборная, участники до последних минут вот сражаются, валятся с ног, но все делают слаженно и быстро. С другой стороны, это высокое место, и если брать во внимание то, что организаторам не была дана возможность тренироваться в 2 из 3 зон, быть в 5, в 6, это быть в топе из 24 команд, это высоко. Ну и в конце хотелось бы поблагодарить наших болельщиков. Огромное количество просмотров в Facebook, людям интересно, люди комментируют, люди репостят. Нам это очень приятно, конечно, потому что когда мы знаем, что за нас болеют десятки, сотни тысяч людей, конечно, это не дает возможности никакой расслабиться. То есть за это спасибо вам большое, за поддержку. Ну и, конечно, спасибо спонсорам. Генеральные спонсоры сборной Украины – торговая марка CarPro, которая делает практически все карповое оборудование, которое необходимо. Генеральный спонсор – это водоем Кричевичи. Официальные спонсоры – это торговая марка Акрополис, официальный спонсор – торговая марка Ориент и официальный спонсор – торговая марка Баунти. Ну и в самом конце, что хотелось бы сказать, что сборная Украины успешно закрепилась в лидерах мирового карфишинга. То есть мы последние годы очень хорошо выступаем, очень стабильно выступаем, нас уважают, нас боятся. Ну и это, конечно, хорошо. Так что болейте за Украину. Всем пока!